Сегодня мы поговорим о Ветхом Завете. Книга Захарии, 4 глава. Ветхий Завет иногда трудно для нашего понимания, потому что нужно немножко изучить историю. Но там произошло очень тяжелая ситуация для народа израильского. Если вы читали Ветхий Завет, вы знаете, что было время, когда вавилонский царь пришел, завоевал Иудею, все разрушил город, разрушил стены, разрушил храм и людей забрал в плен. И вот очень долгое время люди были в плену. И вот десятки лет прошло, и вот иудеи, которые верили в Бога, не понимали, что произошло с нами, как Бог мог допустить такую катастрофу. То есть мало того, что мы не у себя дома, мы в плену, в другой стране, чужой стране, другие обычаи, другой язык, другие люди. Но мы знаем, что вся наша прошлая жизнь, она разрушена. Бог же обещал нашему праотцу Аврааму эту землю, но мы ее потеряли. Бог повелевал нам построить храм для поклонения Ему и дал нам законы через Моисея, чтобы знать, как это делать правильно. Но теперь даже и храма нет. Как больно, как обидно, как страшно. И что будет дальше? Неужели Бог забыл о нас? Конечно, мы видим через разных пророков Ветхого Завета, что Бог не забыл о израильском народе. Они, когда молились к Нему, Он услышал их молитвы. Пришел к власти новый царь, который завоевал Вавилон. И он, значит, свою новую власть установил над Вавилоном, персидский царь Кир. И он сказал: у меня есть новый закон, что вы, израильтяне, имеете право вернуться в свою землю, вы имеете право опять начать там жить и перестроить город, перестроить ваш храм. Я вас благословлю на это дело. Это, конечно, чудо, просто чудо, что такое могло случиться в истории. Что за царь такой? И вот собралась группа людей, где-то, может быть, 40-50 тысяч людей, и они вот вернулись в Иудею, в Иерусалим. Но то, что там их встретило, была плачевная картина. Конечно, все разрушено, многие вещи так и не восстановились. Им нужно теперь новую жизнь строить себе дома. Им нужно, наверное, стены строить, там, где разрушены стены Иерусалима, чтобы защиту от врагов они имели. И при этом каким-то образом нужно вернуться к поклонению Бога. А как вернуться к поклонению Богу? Нужно построить храм. А как его построишь? Его ведь развалили. Он просто куча, большая гора камней лежит, и все. Очень печально. Кажется, такие проблемы, куча проблем, да? Вот мы говорим, у нас куча проблем. Может быть, у вас куча проблем. Вот сравним с их кучей проблем. У них буквальная куча там была. И нужно как-то вот разобрать это и что-то начать строить. Под воздействием разных пророков и лидеров благочестивых народ начал строить. Они немножко расчистили место, они там фундамент поставили. Но у них опять возникли проблемы. Как оказывается, что люди, которые жили в этой земле, им не нравилось, что вернулись евреи, что они начали строить, и они захотели эту работу остановить разными путями. Процесс восстановления тормозился враждебностью вот этих соседних народов, которые стремились сорвать все их работы. Например, в книге Ездры, в 4 главе, недоброжелатели пытались сорвать восстановление, отпугивая рабочих, подкупая чиновников, чтобы те даже препятствовали реализации проекта. То есть представьте, да? Чиновник приходит, говорит: у тебя есть справка на строительство? Нету справки. Извините, вы не можете строить. Я не знаю, какие там проблемы эти люди, но бюрократы знают, как устроить проблемы. Есть у них на это талант. То есть они препятствовали, а вот эти бедные люди, у них и так ресурсов мало, и они пытаются что-то делать, и вот им люди мешают. Как это превзойти? Вот не знаю, может быть, нам люди что-то мешают тоже достигнуть в нашей жизни. Нам кажется, вот нам люди мешают.
И что мы будем делать? И может быть мы в таком же состоянии, как и они. Мы впадаем в удручение. То есть помимо того, что есть какие-то враги, какие-то люди против них, сама иудейская община столкнулась с унынием из-за медленного прогресса, нехватка ресурсов и непосильности задачи. Об этом вы можете прочитать в книге пророка Агея, 1 глава, 2 глава. Люди были удручены, потому что новый храм, даже потом, когда уже начали строить, то, что они начали строить, для многих оказался слишком незначительным по сравнению с грандиозным храмом Соломона. До этого, то есть те, кто видели храма Соломона, им даже было грустно смотреть, что же мы здесь строим? Это просто несерьезно. Очень плохо все. И вот в эту картину Бог посылает пророка Захарию. Пророк Захария, первых 6 глав, мы видим, что там много сновидений, много видений ночных. И такое впечатление, что они один за другим снились ему, может быть, даже в одну ночь, один за другим. Эти сновидения очень странные, вы можете сами прочитать. Там много странностей, там много таких очень переживательных образов. И Захария пытается разобрать, что это за сны у меня. Мы знаем, когда мы сильно переживаем, у нас иногда бывают сны такие бурные, не так ли? Мы ночью даже не можем спокойно спать. Но здесь эти сны, которые появились у Захарии, они не были просто какой-то бред ночной. Это были откровения от Бога. И мы не будем, конечно, читать все эти сны, там их очень много. Есть 8 снов, которые пророк Захария увидел или услышал. Но вот мы сосредоточимся именно на сне, который Захария увидел именно в 4 главе. И вот я сейчас зачитаю это сновидение, а вы слушайте внимательно, что происходит. Здесь не просто Захария какое-то сновидение видит, а здесь появляется к нему ангел, как будто будет его, и задает ему вопросы. Задает ему вопросы. Так что же ты видел? Понимаешь ли ты, что ты видел? И вот такой странный сон теперь нужно истолковать. И, конечно, Захария затрудняется. Но вот сейчас я буду читать, а вы внимательно попытайтесь сами сообразить, что это за сон. И потом мы, может быть, станем на стороне Захарии и попытаемся вместе с ним разобраться. Захария, 4 глава. «Возвратился тот ангел, который говорил со мною, и пробудил меня, как пробуждают человека от сна его. И сказал он мне: что ты видишь? Что ты видишь?» Вот вопрос. И он отвечает, что он увидел в сновидении. И отвечал я: вижу, вот, светильник весь из золота, и чашечка для елея наверху его, и 7 лампад на нем, и по 7 трубочек у лампад, которые наверху его. И 2 маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее. И отвечал я, и сказал ангелу, говорящему со мною: что это, господин мой? Вы поняли, да? Светильник, 7 лампад, маслина с левой стороны, маслина с правой стороны, какие-то трубочки, масло горит. Что происходит? Мы вот здесь живем в этом в тяжелой обстановке, все плохо, мы пытаемся построить свою жизнь, мы пытаемся как-то поклоняться Богу, но когда так тяжело, как тяжело поклоняться, что здесь такого хорошего? И вот дальше, он задает вопрос, и отвечал и сказал ангелу, он спрашивает, что это, господин мой? Что интересно, ангел задает ему забавные вопросы. Он в ответ на вопрос тоже задает ему вопрос. И ангел, говоривший со мною, отвечал и сказал мне: ты не знаешь, что это? И сказал я: не знаю, господин мой. Не знаю. Объясни мне. Не знаешь ли ты? Интересно, вот паузу сделаем. Здесь ангел пытается, чтобы вот этот пророк увидел большую картину. Иногда, когда мы испытываем какие-то проблемы, мы не видим ничего, кроме наших проблем. Мы видим, что мы страдаем, мы видим, что что-то разрушено, что какие-то люди нам создают проблему, что дело не идет, мы удручены. А где же Бог? А где же вот эта вот большая картина? Что что-то Бог делает? Может быть, Он забыл нас? Или Он все-таки есть? Поэтому, мне кажется, мы здесь видим в этом отрывке, что
пророк задает вопрос: а что это такое ты мне показываешь, Господь? А ангел говорит ему: ну, ты что, не знаешь? Подумай. И что интересно, что он ему сразу не отвечает. Он сразу не отвечает. Он начинает вроде бы о чем-то другом говорить. Мы прочитаем это. Но что интересно, что потом в 11 стихе пророк что-то, может быть, понял, а что-то не понял. Он опять задает вопрос: а что значит те две маслины? То есть что-то ангел ему рассказал, а он говорит: ну, а как насчет маслин? А что эти маслины? Что значит два маслиные ветви? Да, и тому подобное. И опять ангел ему говорит: ты не знаешь, что это? Я отвечал: не знаю, господин мой. Почему так происходит? Мне кажется, что вот Захария пытается изо всех сил разобраться, пытается в своей ситуации, но также в том, что делает Бог. И это очень важно. Поэтому он задает Богу вопросы. Я думаю, что Бог иногда позволяет нам заняться душевными поисками. Иногда происходит в нашей жизни что-то такое тяжелое для нас, и мы действительно не понимаем, что происходит. Но Бог желает, чтобы мы задавали Ему вопросы. Конечно, здесь Он с ангелом разговаривает, но понятно, что ангел – представитель Бога. Поэтому это Божье откровение, он пытается понять. Да, какое-то пророчество Бог ему дает, но что Бог делает? И вот эти трудные ситуации – это именно то, благодаря чему Бог учит нас уповать на Его, чтобы получить ответы на наши вопросы. И вот что здесь происходит? Мы видим, что начинает ангел отвечать. Я возвращаюсь к 5 стиху. Он говорит: ты не знаешь, что это? И сказал я: не знаю, господин мой. 6 стих. Тогда отвечал он, ангел, и сказал мне так: это слово Господа к Зоровавелю. Пауза. Зоровавель. Может быть, вы не знаете, кто это такой. Когда вернулись иудеи в землю израильскую, то там, значит, были лидеры среди них. Один из них был Зоровавель. Он был правитель. Он был как бы глава государства еврейского, и он руководил народом, то есть как бы политический вождь был. Но он также был человеком благочестивым, человеком, который знал Бога и любил Бога. И это очень важно. Здесь слово Господне к Зоровавелю. Через пророка, вот этому вождю. И что Бог говорит? Слово выражающее: «Не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф». Кто ты, великая гора, перед Зоровавелем? Ты равнина, и вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях: благодать, благодать на нем. И было ко мне слово Господне: руки Зоровавеля положили основание дому сему, его руки и окончат это, и узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к вам. Пауза. Здесь пророчество. Он спросил вопрос: объясни мне, вот что вот это светильник, 7 лампад, а здесь вроде бы о чем-то другом. А почему он не отвечает ему на вопрос? А так, может быть, он ему отвечает на вопрос? Здесь пророчество через Захарию вот этому правителю. И сказано, какие ресурсы нужно в тяжелом для нас времени. Вот мы как раз, когда мы в тяжелой ситуации, мы начинаем понимать, что наших ресурсов недостаточно. То, к чему нас призвал Бог, то, что мы должны делать, те проблемы, которые мы должны решать, мы не можем их решать. Мы не знаем, как их решать. И я уверен, что на тот момент Зоровавель и другие, и в том числе и Захария, они были удручены. Они не знали, с какого конца начинать. Вот представьте, если бы, полгорода сгорело бы, и вот вернулись бы мы в Ванкувер, и вот нужно все перестроить. Церковь сгорела, наш дом личный тоже сгорел. И вот где начинать? Дом восстанавливать, церковь тоже нужно восстанавливать, а где ресурсы взять и тому подобное. Представьте, да, после войны, после многих лет еще враги вокруг, недоброжелатели, еще чиновники мешают, местные власти какие-то не дают простора, не дают работать нормально.
Бог говорит, вам не нужно что? Воинство? Они, наверное, думали, если бы армия была, если бы военная сила была, и не силою. Вот если была бы у нас сила, у нас мало денег, у нас мало силы, но если бы была бы. Нет, Бог говорит, но духом моим, говорит Господь Бог. Интересно, Бог обещает Зоровавелю и нам богатый ресурс. Какой? Не силу, не воинство, не деньги, а именно самого себя. Он обещает ресурс в Духе Божьем для выполнения Его работы. Когда мы уповаем на свои собственные ресурсы, мы тогда даже не можем наслаждаться вот этим запасом Духа Божьего. Необходимый ресурс – это Святой Дух. Понимаем ли мы это? Мне нравится, что Чарльз Спurgeon, знаменитый проповедник, сказал некогда об этом. Он говорит, пусть Бог пошлет нам бедность, пусть Бог пошлет нам недостаток средств, пусть отнимет у нас силу речи, если это необходимо, и поможет нам только заикаться, если мы только таким образом сможем получить благословение. Я жажду быть полезным душам, а все остальное пусть идет куда хочет. Так говорит Спurgeon. Но опять, мы возвращаемся к горе. Есть гора, буквально гора. Храм иудейский разрушен, гора камней, все развалено, куча проблем. Но пророк ответил и на это. Смотрите, вы обратили внимание, что он сказал? 7 стих. «Кто ты, великая гора, перед Зоровавелем?» Как будто обращаясь к этой горе. «Ты равнина». Вот видите, как получается? Для нас это гора. Вот я не знаю, когда вот муравейник строится, там, знаешь, для них это большая гора. А мы смотрим на это и думаем, что это такое? Надо раздавить. Или надо лопатой раз и то убрать. Да, потому что здесь разные пропорции. Для муравья это гора, а для нас это не гора. Вот для нас что-то большая проблема. Для Бога это не такая большая проблема. Это вообще как муравейник маленький. Если мы полагаемся не на свои ресурсы, но на Бога, тогда есть шанс, что вот эта великая гора, которая перед Зоровавелем или перед нами, она может стать равниной. Более того, сказано здесь, и вынесет краеугольный камень при шумных восклицаниях. Благодать, благодать на нем. То есть где-то, может быть, когда вот будут камни отодвигать и как бы пытаться перестроить храм, используя то, что есть, где-то там найдется самый главный камень, которым потом можно будет и завершить строение. Другим словом, здесь Бог говорит, вот этот же Зоровавель, который положил основания, а потом проблемы возникли, да? Фундамент построили храма, и потом, представьте, 16 лет были проблемы, и только проблемы. И не могли они закончить храм. То есть вначале скромное начало, малое начало, но даже застряли они. Бог говорит, нет, сейчас вы начнете, и у вас все получится. У вас гора, но это, если не властью, не воинством, не силой, но духом моим, это все станет как равниной. Эта гора станет как равнина. Надейтесь только на меня, на мои ресурсы, не на ваши. Даже непреодолимая гора может стать равниной при помощи Духа Господня. Интересно, что Спurgeon иногда обратил внимание, что мы, как верующие люди, мы об этом мы забываем. И мы начинаем думать, окей, у нас надо планы какие-то вынести, надо что-то поменять. Это все от нас зависит. И он говорит, вот вы вынашиваете планы, говорите, вот если бы церковь немножко изменилась, то все пошло бы лучше. Вы думаете, что если бы были другие служители, или другой церковный порядок, или что-то другое, то все было бы хорошо. Нет, дорогие друзья, ошибка не в этом, а в том, что мы нуждаемся в большем присутствии Духа. Вот в чем мы нуждаемся. И вот обратите внимание, что здесь сказано, что когда вот этот вот краеугольный камень, когда он будет найден, и когда все закончится, что будут люди говорить? Этот краеугольный камень он вынесет при шумных восклицаниях. Благодать, благодать на нем. Если что-то у нас будет получаться,
когда нам тяжело, когда у нас нет ресурсов, но мы понадеялись на Бога, то всем будет понятно, нам в первую очередь и окружающим, что то, что было построено по благодати Божьей. Не по нашим заслугам, не потому что мы такие сильные, мы такие мудрые. Нет, потому что Бог через нас это сделал. И это все благодать. Мы будем радоваться в Божьей любви. Чарльз Спurgeon обратил внимание, что мы как люди, нам свойственно хвалить себя и надеяться на себя. Особенно если бы мы накопили какие-то ресурсы, если что-то у нас получается в жизни, у нас много опыта, и деньги есть, и все остальное, тогда мы начинаем говорить: мы сильные, нас много. Но он говорит: смотрите, когда вы это делаете в вашем хождении пред Богом, может так с вами случиться, что вдруг слава Господня покинет вас, и вы окажетесь просто в позоре, потому что вы не надеялись на Господа. Духовный труд, жизнь, хождение пред Богом всегда должно твориться именно в этом глубоком смирении и в надежде на Его ресурсы. Всегда. Но нам, как людям, тяжело смотреть на вот эти скромные начала, и трудно принять, что что-то хорошее получится у нас. Просто трудно. И вот здесь интересный такой момент в 10 стихе, когда уже Бог сказал: да, руки Зарававеля положат основание дому сему, то есть храму, он сможет закончить его даже краеугольным камнем. Но потом такой вопрос: ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрит на строительный отвес в руках Зарававеля? Кто может смотреть на этот сей день как маловажным? Бог знает, что у нас есть такая тенденция, что мы, когда смотрим на что-то, которое, настолько слабые ресурсы, настолько большая проблема, и мы думаем, если что-то такое маленькое, или день какой-то, где мы начинаем какую-то хоть маленькую попытку мы делаем, это незначительно. И мы этот день считаем маловажным. Но здесь такое предупреждение. Не пренебрегайте этими малыми началами. В некоторых переводах, в английском переводе, там сказано: «Do not despise the day of small things». Да? По-другому. Не пренебрегайте днем этим маленьких вещей или скромных начал. Не пренебрегайте этим делом. И как Спurgeon сказал, Бог принимает твои незначительные дела, если они совершаются с верой в Его дорогого Сына. Бог даст успех твоим маленьким делам. Бог научит тебя твоими малыми делами совершать большие дела. И твои малые дела могут призвать других, которые совершат большие дела, намного больше, чем те, которые когда-либо сможешь даже совершить ты. Иногда мы не думаем, что что-то маленькое мы делаем, но оно имеет большой, решающий какой-то эффект в чьей-то жизни, чья-то судьба может поменяться. Я помню, когда я был в университете, учился в первом университете на инженерном факультете, то я вел группу для дискуссии веры. Называлась Seekers and Skeptics, ищущие и скептики. И там приходили в основном инженеры, разные там аспиранты и все такое, и мы имели дискуссии. Я делал презентацию, потом вопросы, ответы, кто-то не согласен, мы имели такой дружный спор. Я помню, один молодой человек там был, который, я думал, он верующий, он всегда молчаливый, он никогда не спорил, он всегда участвовал, и всегда было приятно, что он со мной, потому что я подумал, хотя бы он на моей стороне. Были люди там не на моей стороне, были такие, которые хотели поспорить и все такое. Мы все делали дружески, но он на моей стороне. Мне все равно была приятна его поддержка. Но то, что я не знал, что он на самом деле в своей душе боролся с вопросом о вере. Он не знал, во что он верит. Он не знал, может ли он посвятить свою жизнь Иисусу Христу. Это правда или неправда? То, что написано в Библии, в Новом Завете, о том, как Христос ходил, творил чудеса, и умер, и воскрес, и основал церковь, это правда
или это просто какие-то, ну, кто его знает, там, басни, легенды, мало ли что. И вот интересно, он слышал мои презентации, и он видел, что у меня есть аргументы в пользу историчности этих событий. У меня есть аргументы в пользу того, что Новый Завет передался нам как бы в сохранности, без каких-то искажений серьезных, что действительно Иисус Христос воскрес из мертвых. И я ему дал книгу. Он интересовался книгами, я дал ему книгу насчет воскресения Иисуса Христа. Спустя много лет он оказался миссионером в другой стране, но он, когда вернулся в Канаду, мы как-то встретились с семьями, с его семьей, я уже тогда был женатым, и он рассказал. Он говорит, ты знаешь что, Давид, вот когда ты вел вот эти уроки, на самом деле я не знал, во что я верил, и я вот был перед выбором, верить в Иисуса или не верить. И помнишь, ты мне дал эту книгу насчет исторического вопроса воскресения Иисуса Христа? Насколько это обосновано исторически? Он говорит, знаешь, я прочитал эту книгу, и я все понял, у меня все стало на место, что действительно Христос воскрес из мертвых. А если Он воскрес, значит, Он Господь. Я должен верить в Него и служить Ему всей своей жизнью. И поэтому вот я теперь следую за Господом. Вот на тот момент, кажется, то, что я делал, было такое дело незначительное. В какой-то комнате собираются какие-то молодые люди, студенты, имеют дискуссии. Вот. Потом я ему дал книгу, хочешь почитать, у меня хорошая книга, если интересно, да. Кажется, мелкие вещи, маленькие вещи, дорогие друзья, для него это преобразило его жизнь. И вот то, что мы делаем, то ли мы служим, то ли мы переводим, то ли мы поем, то ли мы молимся. Вот наши даже скромные молитвы, кажется, я помолился там, что поменялось? Кажется, ничего не поменялось. Но проходит время, и мы потом иногда просто удивляемся, что Бог сделал из наших скромных начал. Поэтому это наша проблема и наше искушение – пренебрегать малыми вещами, пренебрегать теми днями, когда что-то предпринимается. Конечно, мы хотели бы, чтобы все было идеально. Мы хотели бы, чтобы было в нашей личной жизни все идеально, в церкви, чтобы было все идеально. Но бывает не так. Ну и что тогда? Конечно, все люди хотят прийти на готовое место, чтобы все было готово, чтобы стол был накрыт, чтобы вкусная еда была. Но кому-то же нужно это сделать, кому-то нужно приготовить. Спurgeon говорил, он говорит, мне кажется, что вот он обратил внимание, что люди иногда ищут, что самую большую церковь, самую сильную церковь, самую богатую церковь, и туда они посещают. Он говорит, мне кажется, что твоей славой стало бы присоединяться к самым бедным и слабым церквям своей конфессии, туда, куда бы ты ни пошел. Говорить, это маленькое дело, не так сильно, как мне хотелось бы, но по милости Божьей я сделаю его более влиятельным. Во всяком случае, я внесу свою лепту в укрепление слабых дел Сиона и уж точно не стану презирать день малых дел. Где бы были наши сегодняшние процветающие церкви, если бы наши праотцы пренебрегали их поддержкой, пока они были еще в таком зачаточном состоянии. И что произошло? Вот вернемся в историю, в Захарии. Что случилось? Вот такое замечательное пророчество. Здесь мы видим, что произошло то, что сказал ангел. Они начали строить. В течение примерно 4 года они построили храм. То есть, когда Бог сказал, я уберу эти преграды, эти горы, эти препятствия, я их всех уберу, так и случилось. И вот мы видим, что в этом пророчестве, я продолжу с 10 стиха, не считайте день сей маловажным, но дальше начинается ответ на вопрос. Смотрите, как долго взяло получить ответ. Он говорит ему, слушай, ты хотел бы много чего знать, но тебе только одно нужно знать. Есть Господь, Дух Божий, который поможет вам. И здесь в 10 стихе он раскрывает эту тему, ангел. Он говорит, те 7, то есть 7 лампад, это очи Господа, которые объемлют взором всю землю. То есть вот этот светильник, эти лампады, это символ Бога, Его присутствия, Его Духа,
Когда Бог присутствует, тогда мы знаем, Он всевидящий, Он все видит, все наши проблемы, но мы также знаем, что Он всесильный. Его присутствие может нам помочь решить эти проблемы. Дальше продолжается здесь. «Вторично стал я говорить». 11 стих. «Тогда отвечал я и сказал ему». То есть Захария говорит, я еще не понимаю до конца. Окей, значит, понятно, что это очи Господа, Господь присутствует с нами. Но а что значит те две маслины с правой стороны светильника и с левой стороны его? Пауза. 12 стих. «Вторично стал я говорить и сказал ему, что значит две маслинные ветви, которые через две золотые трубочки изливают из себя золото? И сказал он мне, ангел, ты не знаешь, что это?» Дорогие друзья, вы уже догадываетесь, к чему идет речь? К чему ангел направляет разговор? Что вы думаете? Что здесь золото изливается из маслин? Оно присоединяется, эти маслины присоединены к светильнику. Светильник горит, и вот маслины дают вот это вот масло. И там сказано, что они изливают из себя золото. Ну, в наше время это называют liquid gold. Знаете, что называют liquid gold в наше время? Нефть. Да? Потому что нефть мы сгораем, делаем бензин, и много хорошего мы можем делать благодаря этому. Но в то время было вот такое масло из маслин. Из него вот светильники, из него все остальное. Готовили на нем и прочем. Здесь получается так. Здесь немножко сложно этот образ понять, но вот эти маслинные деревья, они связаны с этим светильником. И вот эта связь Духа Святого, что Бог присутствует Духом Святым, если Бог присутствует, тогда вот эти две маслины, из них льется золото, и дальше производит свет и слава, величие Божье становится видно для всех окружающих. И дальше, значит, Захария еще не догадался, как это все связано. И он спрашивает, что значит это? И он сказал мне, ты не знаешь, что это? Я отвечал, не знаю, господин мой. И сказал он, это два помазанные елеем, предстоящие Господу всей земли. Это два человека, помазанные елеем. Два человека. Один человек – это Зерувавель. Мы о нем читали здесь. Второй человек, я его не упомянул. Но по контексту, если вы бы прочитали предыдущую главу, в 3 главе Захарии, там сказано, был второй человек по имени Иисус, священник. Okay? Это не Иисус, который из Назарета. Мы говорим об Иисусе, это было популярно именно в то время. Это был Иисус, который был священник, который возглавлял вот все, что связано было с поклонением Богу. Зарувавель возглавлял государство, да, как бы политическую часть, а этот второй человек, он возглавлял как бы духовную жизнь израильского народа. И вот ангел говорит, я хочу, чтобы ты знал, Захария, и чтобы ты передал. Вот если этих два человека, если они будут надеяться на мой дух, то из них будет как будто литься это масло. И потом будет светильник гореть, будет свет, будет слава, будет величие. Интересно, как у Бога все взаимосвязано. У Бога есть план. Бог призывает людей, чтобы они вот стали, чтобы мы стали именно те, которые присоединились к Нему. Вот Иисус, помните, сказал, что если вы не пребудете во мне, как вот ветвь не пребудет в лозе, то вы ничего не можете сделать без меня. Но если вы пребудете во мне, то тогда ваша жизнь будет плодовитая. Тогда вы принесете много плода. Евангелие от Иоанна, 15 глава. Вы можете дома прочитать. Поэтому Господь также нас через этот пример приглашает, чтобы мы также вот искали Бога, искали Его Духа, и чтобы Он потом через нас проливался и дальше, и делал свое дело. Но я вначале сказал о большой картине. Надо увидеть большую картину. Вот, может быть, нам кажется, что мы уже увидели большую картину, но даже это не самая большая картина. Послание, то есть книга пророка Захарии начинается с того, что Бог говорит,
я желаю восстановить народ мой. Помните, я сказал в начале, почему они попали в плен? Потому что еврейский народ был неверным Господу. Поэтому Бог допустил, чтобы произошла война, чтобы их взяли в плен, и там они провели где-то 70 лет, и потом они покаялись, потом Бог их опять как бы вернул в землю. Но Бог говорит в самом начале, в 1 главе, Он говорит, объясняет через пророка Захарию, «Прогневался Господь на отцов ваших великим гневом», то есть за грехи. «А ты скажи им, Захария, так говорит Господь Саваоф, обратитесь ко мне, говорит Господь Саваоф, и я обращусь к вам». И дальше в этой же главе такая мысль, Бог говорит, я хочу вернуться к вам, я хочу быть вашим Богом опять, я хочу, чтобы вот наши взаимоотношения опять наладились, чтобы вы были моим народом, и я был вашим Богом. И в этом заключается решение. Вот эта большая картина. Бог пытается вернуть к себе людей грешных. Они греховные, они отступили от Бога, они предателями стали Богу, но Бог их возвращает к себе. И что интересно, я не буду зачитывать, но в 6 главе, когда мы читаем, в 3 главе, предыдущая глава, где мы читаем об этом священнике Иисусе, там сказано, смотри, тоже видение, сновидение, и ангел говорит, «Я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные». Интересно, да? То есть получается священник. Как священник может людей приводить к Богу, если он сам отступил от Бога? Если он сам оказался неверным Богу? Бог говорит, я решу проблему твоего греха, я прощу твои грехи, я поменяю твою жизнь. И как бы образно в сновидении я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные. И теперь этот священник, он готов служить Богу. То есть Бог готовит его к служению. В следующей главе, в 4, то, что мы сейчас прочитали, Зарувавель тоже, Бог его готовит к служению через ободрение и поощрение. Ты служи, берись за дело, и я благословлю. Ты положил фундамент, ты и закончишь этот храм. Но что интересно еще? Есть еще большая картина у Бога. Смотрите, в этой же главе 3, там сказано в 8 стихе, «Вот я привожу раба моего отрасль, и вот тот камень, который я полагаю пред Иисусом», то есть священником. «На этом камне 7 очей, вот я вырежу на нем начертание его, говорит Господь Саваоф, и изглажу грех земли сей в один день». Здесь какое-то предсказание о какой-то отрасли, о какой-то ветке маленькой. Интересно, это как будто о будущем сказано. То есть у Бога есть еще какой-то план. Есть план для израильского народа, вот в этой конкретной ситуации, да, им нужно перестроить Иерусалим и храм, но есть что-то еще больше, которое Бог планирует. Отрасль какой-то будет. Если вы дальше перескочите, уже к 6 главе, опять упоминается отрасль. Там сказано, в 6 главе, 12 стихе, «Скажи ему, так говорит Господь Саваоф, вот муж, имя ему отрасль, он произрастет из своего корня и создаст храм Господень». Еще один храм. Кто-то еще создаст один храм. Зарувавель построит этот храм, но будет еще отрасль, которая создаст храм. А кто это будет за отрасль? Кто это за человек такой? Кого нам ожидать? 13 стих. «Он создаст храм Господень и примет славу, и воссядет, и будет владычествовать на престоле своем. Будет и священником на престоле своем, и совет мира будет между тем и другим». Вау! Слушайте, вот это было предсказано где-то 520 лет до рождения Иисуса Христа. Предсказано, что будет отрасль, и не только в Захарии, в других книгах Ветхого Завета, в иудейских писаниях, например, в книге Исаии, там сказано, что будет отпрыск, будет отрасль. То есть здесь нужно так вот представить такую картину. Бог обещал, что будет Давид и его семья будут на троне Израиля вовеки. Это обещание было. Но потом мы видим, приходит момент, где как будто монархия разрушается. Вот представьте, что большое дерево растет, и вот это дерево, вот, в котором все наши вот обещания и надежды, вот это большое дерево. Потом раз кто-то пришел и срубил это дерево. И остался просто пенек в земле.
И есть маленькая ветка, которая с него просто выходит, начинает расти. И ты смотришь на это, думаешь, ну что с этого получится? Было такое дерево большое, теперь его срезали. Ничего не получится с этого. Но Бог говорит через разных пророков, в том числе через Захарию, нет. Вот из этого маленького отрасля, вот из этой маленькой веточки все обещания Божьи исполнятся. Но это еще нужно ждать. Этот отрасль, он произрастет из своего корня и создаст храм Господень. Уже новый храм. И он создаст, и примет славу, и воссядет, и будет владычествовать на престоле своем, будет и священником на престоле своем, и совет мира будет между тем и другим. Смотрите, здесь что-то очень необычное описывается. Здесь сказано, что есть царь, который будет царствовать. Но этот царь, вы заметили, здесь сказано, что он будет священником также. Если вы будете читать Ветхий Завет, с того времени, как вот израильский народ сформировался, вы не найдете, чтобы был царь, кто был бы священником. Было как бы два направления. Было царское направление от рода Давидова, от Иуды, и также было другое направление, это было священническое направление от Аарона. Но они были разные люди. То есть царь Давид был царем, но он не был священником. Были священники, например, Авиафар был священником во время Давида, но он не был царем. И тот, и другой служил Господу. Один с политической стороны, другой со стороны духовной. Но как бы объединить это вместе, это кажется невозможным. Мы не видим это в истории Израиля. Мы только видим об этом маленькое предзнаменование еще в начале Библии, в книге «Бытие». Помните, был один человек, одна фигура, таинственная, загадочная, которая была одновременно и царем, и священником. Кто-то может подсказать, кто это был? Мелхиседек. В книге «Бытие». Когда мы потом приходим в Новый Завет, мы начинаем понимать, что Иисус представляется нам, с одной стороны, как царь. Родился царь. С другой стороны, Он приносит себя в жертву. То есть Он является и священник. И поэтому уникальная роль Христа. Он один человек, который совмещает в себя оба поста в Израиле. В Израиле был царь отдельно, священник был отдельно. По закону даже. Цари происходили из колена Иуды, священники из колена Левия, как Аарон. Уникальный статус Христа как царя и священника преодолевает вот это разделение, отражая новый и лучший завет. Послание к евреям, 8 глава, 6 стих говорит: «Сей первосвященник получил служение тем превосходнее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях». То, что было дано в Ветхом Завете, было дано на время, чтобы народ израильский приготовил свои сердца принять Мессию. Вот почему израильский народ тогда ожидал Мессию, и многие сейчас продолжают ожидать. Потому что Библия много предсказаний имеет. Будет отрасль, будет Мессия, будет помазанник. Мы видим, вот в Захарии, здесь в 4 главе, было два помазанника. Был Зерувавель с одной стороны, и был этот священник Иисус с другой стороны. Но в Новом Завете мы видим, есть царь Иисус и священник Иисус. И вот опять возвращаемся к книгу «Послание к евреям», 7 глава. Здесь приводится сравнение между Иисусом и Мелхиседеком. Вот большая картина, дорогие друзья. Среди всей этой катастрофы, среди всех этих трудностей Бог совершает свой план спасения не только для отдельных личностей, для Захарии, для Зерувавеля и прочим, не только для этого одного народа еврейского, но для всего мира. Он готовит спасение. Зерувавель потом входит в предки Иисуса Христа. А в Новом Завете мы читаем в книге Евреям в 7 главе: «Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего. Во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда». Царь наш, священник наш, Иисус Христос, Он будет царствовать вовеки. Библия об этом говорит много раз.
Библия говорит о том, что он будет всегда священником. Уже храм, который там в Израиле, хотя там остались камни от него, стена осталась, но он не будет восстановлен для той цели, чтобы опять восстановить ветхозаветные жертвы. У нас есть уже совершенная жертва самого Сына Божьего, который принес себя в жертву, и который, мы видим, Библия обещает, вернется на эту землю, царствовать над народом своим. Дорогие друзья, это должно нас радовать. Видим ли мы эту большую картину? Видим ли мы, что наша жизнь среди наших трудностей, среди наших проблем, что она вписывается вот в эту схему? Вот я уверен, что на то время Захарии это было трудно понять. А что Бог делает вообще? У нас столько много проблем. Дорогие друзья, будем мы обращаться к Господу, и будем мы понимать, к чему Он нас призывает. Он призывает нам служить Ему, даже не своими силами, а именно через Дух Святой, который Он дает нам, чтобы укрепить нас, чтобы вдохновить нас, приготовить нас к служению. Он очищает нас от греха, потом дает нам служение. И даже если это служение маленькое и незначительное, Бог благословит это. Вот эти дела, маленькие дела, скромные дела, этот день скромных начал или маленьких начал, Бог говорит, не пренебрегайте им. Да поможет нам Господь. Аминь.